Друзья, всем привет из Филиппин! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы на острове Боракай. И в этом выпуске мы вам покажем наш новый шикарный отель, прогуляемся по торговому центру. И встретим закат на пляже Диневит. Итак, последний наш отель, в котором мы остановились и проведем некоторое время, называется Каньон. Он совершенно новенький, открылся только в январе месяце этого года. Поэтому много еще сейчас не работает в этом отеле. Покажу, что на текущий момент можно здесь посмотреть, где отдохнуть. Это ресепшн. Сейчас как раз заселяются гости. С ресепшена мы видим торговый центр, который открыт и также принадлежит этому отелю. Точнее, группе компаний, которой принадлежит и отель, и торговый центр. Отправимся на наш этаж. Покажу вам нашу комнату. Спросила про тренажерный зал. Тренажерный зал еще не открыт. А ресторан у них тоже пока не работает. Поэтому через какое-то время сказать, что все будет работать. Но если вдруг вам нужно перекусить, вы можете пойти в ресторан, который находится в торговом центре. Мы позднее там прогуляемся. Приехали на наш этаж. Сейчас я вам покажу нашу комнату. Мы на 3-м этаже, где находится бассейн. Здесь нас поселили. Сейчас очень много здесь свободных комнат. Можем пройтись недалеко. Там находится наша комната. Нам везет, что второй раз мы практически заселяемся в отель, в котором очень мало гостей. Нас в номере уже ждет Кирилл. Я надеюсь, он поможет показать нашу комнату. Так, мы пришли к вам в гости. Так, друзья, давайте смотреть. На Боракай мы вам показываем как и бюджетное жилье, так и премиальное, как у нас сейчас. Давай начнем с первой ванны. Да, именно с первой, потому что это не последняя ванна. Здесь у нас унитаз, вешалки. Раковина. А, собственно говоря, вы спросите, а где душ или ванна? А душ или ванна находится в другой части комнаты. Пройдемте. Пока проходим, покажем небольшой наш, ну как небольшой, достаточно большой все-таки шкаф, плюс много различного места, куда убрать вещи, также сейф, тапочки, вешалки, в общем. Здесь можно разместить вещи в отдельный небольшое комнате. зеркало, естественно. Это зал, здесь находится тоже зеркало, телевизор, холодильник, все рабочее, еще есть отдельный столик с чаем, с водичкой, различные стулья, кондиционер, тоже первый кондиционер. Обращаю внимание на то, что здесь есть второй кондиционер недалеко. Небольшой столик, диванчик, то есть такая гостиная зона. Потом здесь есть рабочий уголок небольшой. Причем сразу для двоих. И Кирилл работает, и мне работать. Да, я почему-то все время по привычке говорю небольшой, но на самом деле все большое. Здесь и рабочий уголок большой, и гостиная большая, сама комната большая, телевизор огромный. Поэтому пройдемте в зону спальни. И телевизор тоже не один. Телевизор тоже не один. Еще один огромный телевизор. Огромная кровать. Банкетка, столики прикроватные. Кровать огромная. Полотенце, интересно, скрученное, приветственное письмо, потому что мы только заехали. Интересно, скручено. Это собачки, видишь? Ну, конечно, вижу. Собачки и письмо, написанное для нас. Ну и здесь можно уже пройти в следующую ванную комнату. Здесь уже полноценная ванна. Я думаю, Тома будет довольна. Она Еще бы, подобные. это второй раз за все время на Филиппинах, когда у нас есть ванна. Да, огромное зеркало, халатики. Ну и различные щеточки, мыло, кепочки, тюбики. В общем, все здесь есть. Много различных полотенец. И тут висят, и там висят, на кровати лежат.
огромная-огромная великолепная комната. Но давайте еще покажем, куда есть выход из нашей комнаты. Пройдемте. Да, но сначала я вам покажу еще душ. Помимо ванны еще есть душ. Итак, раз, два, три. Открываем, проходим. Буквально в 2-3 метрах располагается тот самый бассейн, который Тома вам, наверное, немножко показывал, когда, да? Да, По территории выходил. шла. Гостей пока в этом отеле очень мало, поэтому можно спокойно выйти. Есть лежачки, вот здесь на солнышке, можно их в тенечек убрать. Ну, великолепно, смотрите. Ой, очень теплая вода. Конечно, ну, лично я люблю бассейны и море немножко попрохладнее. Здесь прям просто оно очень теплое. Ну, не знаю, может 26 градусов. Ну, то есть, Смотри, вот здесь еще как бы небольшая глубина. Мне кажется, вот там более глубже, там да, будет поскольку прохладно. бассейн большой, то здесь разные зоны находятся. Здесь поменьше, там, наверное, поглубже. Также здесь видно, что планируется сделать небольшой бар на воде, пока он закрыт. Потому что гостей мало, отель относительно новый. Но вот здесь, видишь, такая барная стойка. Я думаю, здесь когда-то будут подавать коктейли различные. Вот, что еще вам рассказать. Кстати, еще недалеко здесь располагается гольф-поле. Тоже, выйдя из нашего номера, можно пойти обратно. Пойдем. Выйдя из нашего номера, есть небольшие столики. И, соответственно, такой панорамный вид на гольф-поле, которое здесь находится. Столики, стульчики, прям выходишь, можно здесь очень удобно расположиться и посмотреть. Собственно говоря, главная дорога в начале, да, собственно говоря, куда мы приезжали. И вот через небольшой заборчик гольф-поле, поэтому кое есть желание, кто из вас любит подобные развлечения, милости просим. Находимся мы в самом начале первой станции White Beach, недалеко от пляжа Деневит. Я думаю, на Деневит мы с вами как раз прогуляемся в этом выпуске. White Beach мы показывали до этого, можете посмотреть этот выпуск, который у нас уже был. А сегодня мы прогуляемся до пляжа Деневит. Также покажем немного торговый центр, над которым мы, собственно говоря, и находимся. Сейчас мы направляемся в магазин. Ты нажала ground floor, да? На этом лифте можно спуститься прямо в торговый центр, прямо в магазин. Но мы вам покажем центральный вход с улицы для всех, для простых людей, а не только для постояльцев данного отеля. Выходим, оказываемся на ресепшене, и с левой стороны можно пройти уже тоже в торговый центр. Но мы сейчас выйдем на улицу и покажем вам центральный вход. Hi. Сейчас мы обойдем наш отель. И с центрального входа еще раз в него зайдем. Стоят машинки каньон, которые могут вас доставить из порта. Трансфер включен в стоимость проживания, поэтому абсолютно бесплатно докинут вас до вашего шикарного отеля. Сейчас мы находимся перед центральным входом в торговый центр. Собственно говоря, здесь же располагается и вывеска нашего отеля. Торговый центр состоит из 2 этажей и цокольного этажа. Здесь на первом этаже есть ресторан испанской кухни, который называется Чирингуито. Посмотрите, какая ножка хамона там. Наверное, здесь очень вкусно, но все-таки дорого, судя по меню. Торговый центр называется The Shoppers at Station B. Также на первом этаже у нас есть еще Кирилл. Да, есть еще магазинчик. Совсем подряд тут и аптека, и продукты. Но в продуктовый мы еще попозже спустимся в основной магазин, в Робинсон.
Вот, кстати, большая вывеска, еще табличка, где мы находимся. Ну, а так справа-слева какая-то косметика, в общем, различные товарчики продаются. Сейчас поднимемся на второй этаж. На втором этаже много канцелярских товаров, различные строительные какие-то принадлежности, детские игрушки. В общем, много товаров. Еще на втором этаже много различной одежды. Вот видите, рубашки мужские, легкие. Ну и в целом здесь очень много одежды. Также присутствуют чемоданы. Вот у нас сейчас чемодан, допустим, сломался. Хотим посмотреть именно чемодан здесь. Да. И черный, смотри, мой любимый цвет. Давай стоимость скажем на такие чемоданы. 2000 песо. 1900 песо. Это чемодан, получается, размера L, правильно? Да. Размер L, то есть 28 дюймов. Сейчас мы спустились на цокольный этаж, где находится магазин Робинсон. Этот торговый центр и супермаркет открыли совсем недавно. И, пожалуй, это лучшее место для шопинга на всем острове Боракай. Сейчас давайте немного покажу вам цены. Допустим, мы находимся в алкогольном отделе. И, ну вот пиво, самое простое. Так, в стекле Сан-Мигель 48 песо. В баночках они всегда дороже. 56 песо, 52 песо, с различными вкусами 54. Чтобы быстро понимать цены в рублях, нужно умножать на 1,5 по нынешнему курсу. Курс сейчас где-то 1,4, но с учетом всех конвертаций получится 1,5. Так, давайте еще дальше посмотрим. Допустим, из популярного и дешевого, да, вот это, например, самый дешевый местный джин за 350 миллилитров 66 песо. Но этот джин больше похож на водку, нежели на джин. Я бы хотел найти здесь ром какой-нибудь. Ром. Ну, Хеннесси VS 2000 песо. 2000 песо. Идем дальше. Из всем нам известных напитков Джек Дэниелс 750 мл 1000 песо. Различные вина по 600, по 700, по 1000 песо. Наверное, самая популярная полка. Здесь есть и местная текила. Стоимость 850 песо. Как я уже говорил, на 1,5 умножаем, получаем рубль. Представляете, да, за сколько здесь? За литр текилы, да, 750 миллилитров. Да, за 750 миллилитров чуть больше 1000 рублей. Ну, я думаю, качество соответствующее. А вот местный ром Тандуай, его стоимость 136 песо. То есть это меньше, чем 200 рублей за большую бутылку, причем это какой-то Тандуай Селект, то есть не самый еще простой, то эта цена просто шикарная, и мы пробовали, если с колой разбавлять, то получается очень неплохо, а это уже всем нам известный Кэптен Морган 700 песо и Бакарди 460-625. Отдельный раздел с лапшой быстрого приготовления от 20 песо за местную. Ну, есть также импортные какие-то дошираки вот по 75, по 80 песо. Вот подобные мы когда-то пробовали, да? Ну или вот такие. Да, вот корейская 58 стоит, это недорого. Но это для самого непритязательного путешественника, который может иногда питаться подобным. Ну а так множество снеков, чипсы. Вот местные, например, чипсы, да. Соответственно, они стоят всего лишь сколько?
непонятно, как всегда цены не... Да, и в этом бывает проблема, потому что цены не везде указывают, но около 30 песо, да, потому что вряд ли это стоит дороже. Есть импортные чипсы, это южнокорейские, вот они по 120, я это просто запомнил стоимость. 120 песо. Вот это одни из самых вкусных картофельных чипсов Honey Butter. То есть они реально медовые с масличком. Это очень вкусно, всем рекомендую попробовать. Цены мы здесь не видим, поэтому можем лишь догадываться об их стоимости, да? Здесь большой выбор мяса, курицы, свинина, говядина. И быстренько пробежимся по ценам. Свининка 240, 300, 390 порк-чоп, 430 самые дорогие стейки. Это свинина, да, все свинина, идет барбекю, уже на шпажках шашлычок, 420 песо за килограмм. Красивые кусочки, 155. Ну, почти красивые, я бы не назвал их прям очень красивыми, видно, что какие-то размороженные немного. Здесь мы видим говядину, самые дорогие кусочки 900 песо, есть 450, 440, 500. Фарш, различная цена от 350 до 625, не знаю, в чем разница. Опять свининка пошла. Курица 190 песо. Ножки по 200 песо. Ну, грудка тоже 195 песо. Крылышки 200 песо. Давайте быстренько пробежимся по молочке, по сырам. Гауда, килограмм 1700 песо. Соответственно, это кусочки 430. Йогурты 30 песо. Так, сыры. Так, бри, президент, 577 песо. Филадельфия. Кстати, Филадельфия здесь недорогая. Получается 189 песо. Made in Австралия. Масло от 120, нет, вижу, от 80 песо. Даже за 70 песо маленькие вот такие вот кусочки масла. А, вот самый популярный дешевый вариант. Местное масло 40 песо. Так, теперь давайте в раздел с овощами. Овощи здесь, сразу скажу, дорогие, дороже, чем брать где-то на рынке. Но на Брагае, в принципе, не дешевые цены на продукты, на овощи. Получается, лимоны 35 песо за штучку. Так, апельсины 60 песо за штучку, то есть 60 песо за один апельсин. Яблоки также продаются поштучно, 50 песо. 50 песо за одно яблоко. 35, вот это вот поменьше. 55 песо. Ну, в общем, разный сорт. Немного отличается стоимость. Большой выбор яблок, как мы видим. Так, в этом разделе есть уже порезанные фрукты. Такие миксы небольшие, состоящие из яблока, манго, папайи, винограда. 65 песо. Вот. За килограмм, соответственно, 220. Можно взять отдельно очищенную помелу. Вот это вот мы вам рекомендуем, потому что это очень вкусно. Ее очищают прямо от шкурки. Смотрите, остается только лишь сочная мякоть. 300 песо за килограмм, 150 песо за вот такой брикет. Готовые роллы здесь продаются, но мы пробовали, нам они не понравились один раз. Немножко они пресные, и стоимость одной упаковки ролл от 150 песо, вот за подобные. Но 150, 150, да, но... А, вот здесь вот подороже, да, с этой стороны, да, потому что стандартная их цена 250 была до этого. Ну, роллы можно попробовать, но нам они не зашли. И что еще из фруктов, овощей, ягод? Так, вот ягода самая большая, арбуз. 65 песо за килограмм. Вот этот кусочек стоит 80 песо, так? Да, правильно, здесь чуть больше килограмма.
Лук. Стоимость на лук на некоторых островах раньше доходила и до 700, до 800 песо. Здесь стоимость лука 250 песо за килограмм. Ну, лук красный, в принципе, неплохой. И 250 песо далеко не самая высокая цена. Есть картошка, но очень мелкая, смотрите. Причем я бы не сказал, что это прям именно молодой картофель, да, то есть... Ну, в общем, картошка, она, может быть, не молодая, но очень мелкая. 145 песо. Еще немного цен. Кока-кола, 1,5-литровая, 66 песо. Что еще? Вот местные энергетические напитки, такой как Стинг. Их здесь всего два вида: Стинг, либо Кобра. Вот, стоят они около 30 песо, Стинг чуть подешевле. Баночки вот колы Спрайт 300 мл 36 песо. Очень здорово, что на острове появился такой торговый центр, магазин Робинсон. Пожалуй, самые адекватные цены на острове Боракай. Сейчас мы направляемся на пляж. Хотим дойти до Белого пляжа, до первой станции, и там уже перейти до пляжа Деневит, показать вам очень красивое место. Ну и поскольку наш отель располагается не прямо на первой линии, не около пляжа, то приходится минут 10, наверное, пешочком до него идти. Сейчас мы вышли к самой крайней точке Белого пляжа, на первой станции. Здесь скопилось уже определенное количество лодок, но если пройти чуть-чуть дальше, до стороны второй станции, в сторону центра, там лодок уже не будет, там можно уже спокойненько искупаться, а здесь пока, видите, такая, как лодочная станция, но это самый-самый край, вот видите. Во время отлива вот эта часть моря, она уходит чуть подальше, здесь можно спокойно по берегу пройти. Но сейчас еще отлив не наступил, поэтому приходится немножко надо намочить ноги, чтобы добраться до скалы соседней. И там уже будем переходить по красивой дорожке до пляжа Деневит. Сейчас идем по красивой дорожке, она находится прямо в скале, то есть вырезана. Но очень комфортно. Местные здесь сидят в основном либо рыбаки, либо водители, в общем, лодок. В самом конце пути есть два варианта. Либо пройти по ступенькам здесь, обогнуть, либо можно пролезть сквозь эту дыру в скале. Вот я обошел по кругу, а Тома решила... Сократила путь. Да, совсем чуть-чуть, но через скалу пробралась. И еще немножко обогнув этот мыс, мы оказываемся на пляже Деневит. Немножко еще вперед пройдем. Здесь мы видим песочные замки, которые строят. На Белом пляже их строительство запрещено, но вот на Пука-Бич и здесь, на Деневите, мы их наблюдаем. I love Боракай. Идем сейчас вдоль береговой линии. Здесь лодочки стоят. На пляже никого нет, но это еще не центральный пляж Деневита. До нее нужно еще, наверное, метров 50 пройти. И будет красивая бухточка.
На Деневите гораздо меньше людей, чем на Белом пляже. Около 200 метров его длина. Но такое же прекрасное море. Есть небольшой ресторанчик на берегу. Я думаю, там мы сегодня и поужинаем. Там еще играет музыка в стиле... Регги. Ты думаешь, что я сейчас скажу в стиле Боб Марли, да? Ну, либо ретро, либо Боб Марли, но Очень такая регги. расслабленная обстановка, скоро еще будет закатик, поэтому да, обязательно сядем в тот ресторанчик. Да, ну а пока насладимся пляжем. Люди, конечно, есть, но, как я уже сказал, совсем немного по сравнению с Белым пляжем. Ну и, конечно же, здесь так же, как и на White Beach, нет лежаков, поэтому мы взяли вот парео, расположились на нем. Можно скрыться под пальмами, но сейчас уже солнце более щадящее, скоро закат через часик, наверное. Вот поэтому мы уже можем и на солнце полежать, позагорать и искупаться. Пляж, конечно, очень красивый. Приятно здесь находиться, особенно когда устал уже от шумного White Beach. Достаточно резкий заход. Кто-то плавает здесь с маской, с трубкой, пытается увидеть каких-то морские живности. О, водичка прохладная, но, конечно, немножко цветет она сейчас. У нас сейчас конец марта. Немного цветет, и плюс еще в воде встречаются небольшие камушки, потому что, ну, мы видели, да, мы когда проходили, очень много было скал, поэтому немного каменистый пляж, но все равно без обуви даже комфортно заходить. Если сравнивать с другими пляжами, то Деневит Бич, наверное, мне нравится чуть-чуть поменьше, потому что здесь больше зелени, ну, прям цветет сильно. Когда наступаешь, не очень приятно. Но, тем не менее, здесь песочек, по песочку в те моменты приятно ходить, когда он попадается. А так еще встречаются небольшие камушки на дне. Да, ну, я бы не сказал, что этот пляж мне нравится меньше. Он в тройке самых лучших на Боракай. Наверное, Пука Бич, White Бич и Деневит Бич. А как же Илик-Илиган? Илик-Илиган, ну... Возможно, но это скорее такой частный пляж возле отелей, куда не каждый сможет добраться. А вот пляжи, открытые для всех, наверное, вот это самые 3 популярные. Сейчас мы пришли к ресторану, который называется Дини Бич. Располагается прямо у пляжа. Кто-то отдыхает в гамаках, кто-то расположился прямо здесь, перед рестораном. Очень красивое атмосферное место. Заказали себе алкогольные коктейли. У меня кровавая Мэри. Я обожаю этот коктейль, но его редко где делают. Попробуем здесь. И особенно, где делают вкусно. Вот это правда. Это правда. Немножко лимончика. Размешаю. Интересно. Со стринкой, знаешь, прям чувствую табаско. Вот еще перчик, смотрите, сверху добавлен. Класс. Краткий обзор нашего ужина. Здесь у нас тост с креветками в интересном соусе. Я заказала себе филе тунца с пюре и шпинатом. У Кирилла митболы с пюре и с брусничным соусом. И у нас еще бомбический салат с помело и креветками. Кофе
компания такая голодная. Филе тунца, оно идеальное, потому что внутри оно такое розовенькое, и его с нескольких сторон обжарили по несколько секунд. Очень вкусно. Пюре, знаете, как домашнее, как дома. Очень вкусно. Тосты с креветками оказались, знаете, похожими на салат оливье. Мы, конечно, давно такого не ели. И сюда, знаете, такой лучок вкусненький, сладенький, огурчик, очень вкусно. Получается как салат оливье, только с креветкой. Солнышко садится, но по-прежнему очень-очень ярко. Много людей в заведении. Каждый вечер здесь играет диджей. Звучит приятная музыка. Ну а мы давайте дальше пробовать, дегустировать наши блюда. Так, пробуем местные митболы, котлетки мясные. Тут есть какой-то и грибной соус, и брусничный. Просто все как домашняя пища. И котлетки, и картошечка, соусы великолепные. Пробую салатик с креветками помылом. Очень интересная заправка. У нее экзотический вкус. Я чувствую манго и маракуйю немного, возможно, не ошибаюсь. Но салат, знаете, он такой свеженький и легкий. Очень вкусный. Я вышел из ресторана, решил немного прогуляться. На пляже очень много людей, все встречают закат. Кто-то снимает, кто-то просто любуется им. Правда, очень красивые виды. И атмосфера здесь тоже потрясающая. Друзья, это был наш последний ужин на острове Боракай, последний выпуск. Весь наш отдых был чудесный, и если у вас есть какие-либо вопросы по Боракаю, обязательно пишите в комментариях и ставьте лайки этому выпуску. Увидимся еще в Филиппинах, но в другом месте. Всем пока, друзья. Всем пока. До новых встреч!